нас есть очень много отчетов, которые мы получаем ежедневно. Отчеты приходят как врачам, так и руководителям. И если все хорошо, мы такие случаи и в принципе не разбираем. Все понятно, что хорошо. Но там, где нехорошо, мы можем получить оперативную информацию и вовремя подключиться. Некоторые отчеты приходят раз в неделю, некоторые ежедневно, допустим, по проблемным процедурам. Недостижение целевой дозы КТ на В, меньше по времени, либо кратность нарушается. Мы эти все процедуры видим. То есть прошла диализная смена по всем нашим медицинским центрам, мы можем посмотреть и уже оперативно связаться и понять, почему это происходит. Наши заведующие руководители центрами анализируют эти отчеты раз в неделю, пишут пояснительные записки, разбирают у себя и комментируют, почему именно произошло. То есть постоянный контроль. Вот такие вот отчеты мы получаем еженедельно. Вот опять же, допустим, на примере коррекции анемического синдрома я сейчас покажу. Вот такой вот отчет по анемии на основании формализованных клинических рекомендаций. Здесь мы, вот, допустим, выбираем, смотрим, уровень гемоглобина выше 115 и есть назначение лекарственных препаратов. То есть в соответствии с клиническими рекомендациями мы у пациентов препараты эритропоэтины должны отменить. У некоторых пациентов эти препараты назначены. Дальше мы можем разобраться, почему. И мне как администратору очень просто посмотреть, потому что написано «отделение», «лечащий врач», пациент, кому эти лекарственные препараты назначены. Допустим, уровень гемоглобина. Почему очень важно пациентам с повышенным уровнем гемоглобина выше целевых значений не вводить лекарственные препараты? Потому что введение лекарственных препаратов может привести к остановке артериовенозной фистулы, тогда пациента нужно будет госпитализировать, делать ему оперативное лечение, делать другую фистулу. И плюс это ведет к риску таких осложнений, как инсульт, инфаркт, и тоже может привести к госпитализации и к летальному исходу. Соответственно, для нас очень важно, чтобы своевременно эти лекарственные препараты отменялись. Мы можем посмотреть, допустим, когда отменен препарат. Мы в настоящий момент даем врачам 3 дня на то, чтобы они провели коррекцию лечения. Вот здесь по датам я вижу, что у всех пациентов 3 дня вложились, в отчет попали, но мы это очень жестко контролируем. Отчет формируется автоматически и всем заинтересованным лицам приходит, то есть заведующим отделением и администраторам, которые за этим следят. Периодически, имея какие-то проблемы, не можем понять, допустим, почему меняется состояние пациента или почему мы не достигаем определенных критериев. Вот такая визуальная таблица, это не нужно просматривать очень много протоколов, то есть вот сейчас выведено все данные за 1 месяц, мы можем посмотреть, какая процедура, потому что процедуры разные в наших центрах проводятся, гемодиализ, гемодиафильтрация, какие расходные материалы, как по времени пациент лежит. Очень часто, допустим, мы смотрим, что на какой-то процедуре гемодиализа мы не достигли дозу эффективную очистки КТ на В 1,2, а она ниже. И можем посмотреть, допустим, почему, да, и очень просто увидеть быстро в таблице, что, оказывается, не 4 часа пациент лежал, как доктор предписал, а, допустим, 3,50, 3,15. Дальше можно посмотреть, почему он не долежал, да, либо какие-то были там технические вопросы, но это крайне редко, либо пациент там попросился отключиться пораньше по каким-то там семейным обстоятельствам, еще что-то, но уже пациент тогда берет ответственность на себя, что он дозу диализа недополучил. И у нас есть очень хороший модуль, который называется Power BI для аналитики. Здесь данные изменяются ежедневно. Продолжу на примере анемического синдрома. Вот, допустим, это все пациенты, которые на сегодняшний момент лечатся в наших центрах. Вот достижение уровня целевого гемоглобина. Что очень важно. Мне, допустим, как руководителю посмотреть, есть ли у нас пациенты, у которых уровень гемоглобина выше, чем 130. Если пациенты, имеющие такие уровень гемоглобина выше 130, будут получать препараты рекомендантных эритропоэтинов, то у них может развиться ряд осложнений. Это плохо, это нехорошо. Вопрос, как я могу об этом узнать? Получить отчеты от заведующих? Да, наверное, я мог бы получить эти отчеты, проанализировать через месяц, через 2 раз в год и сделать какие-то выводы. Но нам нужно это здесь и сейчас. На сегодняшний момент у нас пациентов более 3000. Как мне понять, кто из 3000 этих пациентов получает эти препараты? Вот я сейчас просто выделил эту красную зону, в которую попадают пациенты с уровнем гемоглобина выше 130. И здесь появляется центр, пациент, уровень гемоглобина, дата забора анализа крови и дальше смотрим препараты. Вот на сегодняшний момент
там было 5% пациентов, которые находятся на лечении в нашем центре и получают программу гемодиализа, имеют уровень гемоглобина выше 130, рисковый. Но мы можем увидеть здесь, препараты эритропоэтинов у этих пациентов не назначены. То есть самое важное, в настоящий момент ни один из врачей, который работает в нашем центре, не нарушает регламенты, которые есть, не нарушает клинические рекомендации, и пациенту лекарственные препараты не назначает. Точно так же, ну, допустим, уровень гемоглобина, который ниже целевого значения. Мы можем выделить его и посмотреть, какую дозу получает пациент и насколько эта доза адекватная. Может быть, доза маленькая, ее нужно увеличить, но опять же в соответствии с клиническими рекомендациями. Мы очень быстро можем проанализировать и всю эту информацию получить. Все это нацелено для того, чтобы повысить качество медицинской помощи, оказываемой в наших медицинских центрах.